Друзья, всем приветик! Добро пожаловать на мой канал. И у нас сегодня речь пойдет о пустых баночках, бутылочках, флакончиках и всяких других пустых, закончившихся у меня продуктов косметики и парфюма. Одного, но зато какого. Так. Вот столько у меня всего накопилось. И давайте я начну с того, что мне идет в руки. Это средство для волос. Это от Faberlic Expert крем для четкости контура завитка. Друзья, это супер-мега бюджетное средство, но оно прекрасно работает. Вообще, я обычно на волосы, они у меня довольно пористые, вьющиеся, они вот сами так вьются, я ничего не делаю специально. Единственное, что я всегда наношу всякие увлажняющие средства, масла, крема. Вот очень мне нравятся крема. Ну и масла, конечно же. И бальзам для волос. В общем, все, что можно, я все наношу на свои волосы. И вот это прекрасно работает, оно формирует такой, знаете, локон, обволакивает, и они меньше пушатся. Ну, если влажность не очень высокая, то они вообще не пушатся, а красивым упругим завитком лежат. Вот это... это уже выдавленное практически до нуля. Укрепляющий несмываемый крем для волос. Это... Так, сейчас скажу, друзья. Я напишу все названия напишу. Это мастерская Олеси Мустафаевой. По-моему, так я напишу, я не уверена, что я сейчас правильно говорю. Что тут хорошего? Это такой крем тоже, и он, знаете, вот он прямо внутрь волоса проникает и наполняет волос изнутри. Он как будто становится толще. То есть я, когда помою голову после бальзама, я наношу еще одно средство, это масло для волос, и потом наношу вот это средство. Оно, благодаря маслу их легче расчесать, а вот благодаря этому они становятся более такие плотные и напитанные. Тут есть витамин В6, экстракт розы, и это все увлажняет волосы. И это правда так, правда увлажняет. Вот причем именно за счет того, что проникает. А вот это уже больше сверху работает, как укладочное средство. Дальше хочу рассказать вам про крем для кожи вокруг глаз. Вот у меня здесь два закончившихся крема. Это Веледа с розой. Violet Rose. Я напишу название. И что хочу сказать. Я его закончила прямо до самого конца. И в самом начале я заметила странность. У меня как будто начали отекать под глазами. Как будто не мешки, но отеки появились. Я сначала подумала, может... Не знаю, что-то я перед сном выпила много воды или еще что-то, и много факторов, есть. Но на протяжении всего использования этого крема периодически были отеки. А это у меня, прям очень большая редкость. И когда я его перестала использовать, отеки прошли. Вот поэтому повторять точно не буду, но увлажняет он хорошо. Увлажняет хорошо, но отеки. Я не знаю почему, может это моя личная реакция. И дальше это крем Авены для чувствительной кожи вокруг глаз. Хороший крем, увлажняет. Очень быстро закончился, прям очень быстро. Тут всего 10 мл, как-то даже для 10 мл быстро. Хороший увлажняющий крем. Ничего не могу сказать такого про него особенного. Так, и еще, это не совсем пустая баночка, это таки пустая упаковочка, но этот крем, он из таких упаковок весь и состоит. Это корейская косметика, я его заказывала на сайте корейской косметики, Style Korean. Вот уже сколько я использовала. Что хочу сказать. Так, у меня пишет микрофон. Хочу сказать, что крем хороший, он очень хорошо увлажняет, и он похож по составу, если у кого-то был
кто увлекается корейской косметикой, Елизавека, по-моему, так называется. Вот у них тоже есть огромная такая бадья, на iHerb я покупала 50 миллилитров этого крема для кожи вокруг глаз. Вот по консистенции очень похож. Он такой жирный, он плотный. Вот этой вот упаковки саше ее хватает где-то на раза 3 или 4. На 4 точно, да, хватает. На 2 дня, в общем. Вот, и ну, то, что он увлажняет, такой он жирненький, на зиму очень хорошо, но мне не очень удобно, один момент только. Вот его наносишь, а он прям такой плотный, и надо какое-то время подождать, чтобы он впитался перед тем, как, например, косметику наносить. Но в целом крем, ничего не могу сказать про него плохого. Он хорошо увлажняет, отеков нет. Все, что было, там круги под глазами, все на месте. По поводу морщин, но я вообще считаю, что крема работают на поверхности, они могут только хорошо увлажнять и не давать появляться морщинам. Но возраст, он как бы беспощаден, поэтому от морщин ни один крем не избавит. Но хотя бы бывает, знаете, вообще даже на молодой коже могут появиться морщины, если они не увлажнены, не увлажнена кожа. Поэтому вот такого эффекта не будет, да, от сухости кожи не будет морщин, а от своих живи, в общем, с ними. Так, друзья, давайте, если уж перешли к коже вокруг глаз, давайте тогда я вам расскажу про консилер. Про 2 консилера, которые у меня закончились. Первый это Born to Glow от NYX. Очень хороший консилер. Увлажняет, не забивается там никуда, не создает видимость морщин. У него светоотражающие частицы, отличное покрытие. У меня круги под глазами. Вообще это ну, такая особенность строения. Вены расположены близко очень. Кожа тонкая. И вот для меня это прям проблема такая. И вот этот крем, консилер, он отлично справляется, супер вообще. Даже вот при съемках, да, вообще супер. Но он практически везде закончился. NYX его снял с производства. NYX вообще любит что-нибудь мое любимое взять и снять с производства. Вот так же, как вот этот вот консилер. Если вы найдете, да, еще и под именно ваш цвет кожи, потому что где-то еще есть остатки, но вот под мой цвет кожи нету. Если найдете, берите. Особенно если у вас круги под глазами, это решает. И Клиник в основном я использовала не для съемок, потому что он очень приятный, очень хорошо увлажняет, он перекрывает круги под глазами, но не полностью. Особенно когда вот съемка, да, он не справляется. Поэтому ну, на повседневку, да, если вам не для съемок, не для фотосессий, а просто вот повседневный хороший консилер с хорошим составом внутри, то Клиник, он отличный. У него еще светоотражающие частицы есть тоже, и он подсвечивает немножко кожу и нивелирует, в общем, круги под глазами. Так. Давайте еще про один продукт, который снимают с производства. Это Born to Glow. Это жидкий иллюминатор. Я его использовала как праймер. В общем, я его наносила вот сюда, вот на эти вот части. Я его наносила как полностью на все веко. Но это не база, это скорее, знаете, подсвечивает. Он такой, как вместо... Я очень люблю делать вообще жидкими текстурами макияж. И вот он как такие жидкие тени. Небольшое такое сияние давал на веки. Мне очень это нравилось, но опять NYX снял с производства. Дальше давайте расскажу вам про туши. 2 туши у меня. Одна вот Клиник High Impact. Это отличная тушь. Она вот, ну, для моих ресниц, что надо, она делает. Создает объем, немножечко удлиняет. И
самое в ней классное для меня, она очень хорошо смывается даже теплой водой. Я это ценю в тушах, и одно время я покупала вообще только эту тушь. Ну и продолжала бы ее покупать до сих пор, если бы не встретила вот эту тушь. Это синяя, даже она как-то называется, это тушь Avon. Она, по-моему, даже черничный этот цвет называется, романтично, в общем, очень. А вот такая тут кисточка изогнутая. И вот эта тушь тоже очень легко смывается. Тоже вот чуть ли не теплой водой. Она подкручивает, чуть-чуть, капельку, наверное, удлиняет. Но в целом она не создаст какой-то там вау-объем, такой эффект накладных ресниц. Нет, она такая хорошая повседневная тушь. Когда на свет смотришь, видно прям, что ресницы синие. Без света, просто темные ресницы. Так, давайте дальше. Ой, расскажу вам про помады. 3 помады. 2 супербюджетные. Это бренд Ламель. Они практически одинакового цвета, и у них есть такая особенность, вот здесь вот блестки, но они не появляются никак на губах, это просто такой декоративный эффект. Помады хороши тем, что у меня очень сухие губы, они увлажняют. Они никуда абсолютно не растекаются при этом. Они имеют хорошее покрытие. Вот у меня эти 2 цвета, у них хороший пигмент, и сами цвета, ну вот лично мне просто отлично идут, и такие повседневные варианты. Просто можно эту помаду наносить не глядя, она распределяется по губам, удобная, в общем, текстура у нее приятная, хорошая помада. И вот я не помню, сколько она стоила, очень дешево, но не уступает, знаете, некоторым помадам из более высокого ценового сегмента. Так, и еще одна помада, это Шанелька Rouge Allure номер 30, Rouge Allure Velvet, это важно, номер 37, я напишу это все, естественно, в инфобоксе. Это такой, этот цвет сейчас на мне, это такой фуксия, розовый, вот примерно так можно этот цвет описать. Он не очень то есть он хороший такой розовый, но, знаете, не супер яркий, есть такой буквально бывает вырви глаз. Текстура увлажняющая, и правда, вот у меня еще есть вельвет от Christian Dior, вот он такой более прям, вот он создает такой эффект, как будто он питает губы, и как будто таким небольшим, как слоем лежит, он как будто бы утолщает саму кожу губ. Здесь нет, здесь немножко все попроще. Он и не кремовая помада, да, и не матовая, ну вот что-то такое между. При этом она не сушит губы, она хорошо увлажняет, хороший цвет. И самое мое любимое в этой помаде это вот этот футлярчик. Вот этот футлярчик это прям все. Цвет, я не скажу, что он уникален, и поэтому вряд ли я повторю эту помаду, потому что единственное, что мне в ней привлекает, прям вот выделяет среди всех помад, это футляр. А в принципе, мне кажется, такой цвет, такую текстуру, такое увлажнение можно найти в других брендах и, возможно, даже более бюджетных. Так, что еще? Расскажу вам вот. Это BB-крем Миша. Ну, это вообще мой постоянный BB-крем. Один заканчивается, я покупаю другой. У меня оттенок номер 23. Его очень люблю. Он увлажняет. Он имеет хорошее покрытие. Да, это, конечно, не тональный крем, но мне вот его вполне хватает даже для съемки. Мне больше и не нужно. Я его закончила полностью. Тут хороший SPF 42. В общем, мне в нем нравится абсолютно все. И цвет мой. Он, кстати, немножко подстраивается под цвет кожи. Это есть. Давайте дальше. Увлажняющее масло для тела.
Я его заказала на iHerb, и вот у них вот только такие бутылечки. Я уже заказала еще себе. Вот у них нет такого одного большого. Но мне это масло очень понравилось, очень. Я перепробовала кучу масел, но, знаете, очень часто от них остается такая какая-то пленка, и они как будто бы не впитываются в кожу. Вот у меня такое бывает, и кожа даже становится какой-то чуть ли не сухой, из-за сверху еще этот кусок масла лежит, а это нет. Ой, что-то там вылилось. В общем, нет, этот прямо, у него, во-первых, очень приятный запах, он такой, здесь какао, и такой немножко есть масло какао, вот такой аромат. Но что для меня, как и для любителя парфюмерии, хорошо, что этот аромат вот есть, пока ты его наносишь на себя, а потом он уходит, и кожа просто остается увлажненной. Я наношу прямо на влажную кожу после душа, и он прекрасно увлажняет, просто потрясающий. И он, знаете, такой есть у него эффект, вот, ну это сухое масло, и у него есть такой эффект, когда наносишь на влажную кожу, он как будто бы не с водой, как будто он перемешивается, да, масло же с водой не перемешивается, а вот это перемешивается, он меняет свою текстуру, у него даже цвет такой становится немножко белый, то есть это какие-то добавки в этом масле есть, он хорошо впитывается в кожу за счет этого. Это только такая форма масла, она так выглядит, реально там что-то есть еще, куча, там в составе много всяких ингредиентов. Отличное масло, мне нравится. Я бы взяла сразу большой бутылечек, а не по этим маленьким. Так. Мои любимейшие румяна Nars. Nars, которые уже практически закончились. Цвет оргазм, друзья. И это правда, название отражает мое отношение к этим румянам. Мне нравится здесь... Текстура, понятно, нравится. Никакими не ложится там пятнами, прям хорошо растушевывается. Вообще можно все это не глядя делать. Я люблю косметику, которую, знаете, чуть ли не вслепую можно накраситься, чтобы она хорошо ложилась, чтобы не надо было там профессиональные навыки применять, чтобы их там растушевать. Вот здесь все очень просто, легко. И что самое крутое, вот тут такой цвет, он уникальный, он такой персиково-розовый, с холодным подтоном и с золотым теплым шиммером. То есть эти румяна подходят под любой макияж, под любую помаду, под любую одежду. Они абсолютно универсальные, вот этот оттенок. Вообще, мне кажется, что этот оттенок подходит ну, вообще всем. Вообще всем. Вот за счет вот этих сочетаний холодного, теплого, золотого шиммера, холодного подтона. Отлично. Буду обязательно их повторять. И вот продукт, который Art Visage Space Glow Face and Body. Это жидкий хайлайтер. Хайлайтер. Вот. Как хайлайтер я это использую. Господи, говорю, праймер. Но я не визажист, друзья. Я даже не стремилась никогда стать визажистом. Так вот, хайлайтер. Вот этот хайлайтер, мне кажется, требует умелой руки визажиста. Мне нравится его текстура, мне нравится, какой он, как он блестит так деликатно, да. Он, правда, создает такой эффект, как будто бы такой ну, слегка влажной, да, кожи. Но вот если его не вовремя или как-то не так растушевать, он будет лежать какими-то полосами. Прям вот ты вот так вот проведешь, да, и вовремя правильно не растушуешь, он прям какой-нибудь полосой будет лежать, его прям будет видно, что на тебе косметическое средство. Я этого не люблю. Я не люблю долго заморачиваться, долго растушевывать 3 миллионами кисточек. Еще не успела, еще надо переделать. Вот я этого не люблю. Поэтому мне понравилось, но больше я повторять не буду. Не буду. У меня нет столько времени растушевывать. Жизнь коротка. Я лучше побрызгаюсь 10 парфюмами. Так, друзья. Ну вот, перешли мы к парфюму. Одному единственному, но зато какому. Это Пальп от Байреда. И тра-та-та-та, да, наконец-то у меня хоть что-то закончилось. Вообще, это мой парфюм на
такую слякоть осеннюю и на зиму. Ну, у нас зимой в Питере тоже продолжается слякоть. Это фрукты. Это фрукты. Тут заявлено яблоко, но я не смотрю на эту пирамиду, потому что она вообще не описывает этот аромат. Для меня это тропические фрукты. Это рынок фруктовый где-нибудь в Таиланде, где вот такие прям зрелые фрукты. Ты их вот берешь и вот прямо сейчас съедаешь, иначе они испортятся. Они такие сочные, у них такой яркий вкус, они сладкие. И здесь есть еще кардамон. В начале кардамон чувствуется, но вот кардамон тоже придает это ощущение какой-то тропического, какого-то острова, джунглей, благовония, фрукты. Этот аромат он просто переносит в лето. Но, друзья, летом этим ароматом пользоваться мне невозможно. Он душит, он неприятно открывается, он неприятно как-то звучит, а зимой он просто становится каким-то хрустально-тропическо-фруктовым, бодрящим, наполняющим энергией, витаминами. Вот это его время. И он у меня заканчивается. Буду ли я его повторять? Я доиспользую это то, что есть на донышке. А про повторять я не знаю. С моим огромным парв-гардеробом и с моими постоянными непрекращающимися поступлениями чего-то нового, я не знаю, захочу ли я вообще когда-то что-то повторять. Если я захочу, я обязательно вам об этом расскажу. Но вот пока я не намерена его повторять, но не потому, что аромат мне разонравился, нет. Не хочу создавать конкуренцию еще другим своим ароматам. Мне всегда как-то, знаете, радостнее, веселее купить новый аромат. Наверное, поэтому. Вообще, вот он закончится, да, и тогда я точно пойму, буду повторять или нет. Вот прям когда до конца. И пройдет какое-то еще время, и если я пойму, что я скучаю по этому аромату, тогда закажу. А пока все равно он у меня есть. Ой, хотя если я узнаю, что его снимают с производства, вот тогда я точно очень сильно задумаюсь и, наверное, тогда закажу. Но вроде его не снимают. Все, друзья. Спасибо, что были со мной, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои любимые продукты, пробовали что-то из этого, согласны ли со мной относительно этих продуктов. Всех целую, всех обнимаю. Подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх, нажмите колокольчик. Все. Всех целую, обнимаю. Всем пока.